Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня у нас новостной ролик. Сегодня мы будем говорить о грядущих изменениях в правила дорожного движения, которые осветили в одной газете. Это я прочитала, англоязычной, правда, газете. Но мы изучаем разную прессу, разные средства массовой информации. И ДХТ готовит изменения, глобальные изменения в правила дорожного движения Испании касательно использования основных полос движения, а также обочин с жестким покрытием. Вот какие изменения, сейчас я вам об этом расскажу и советую вам относиться внимательно к правилам дорожного движения Испании, не нарушать, особенно круговое движение, то есть перекрестки с круговым движением, где наиболее огромное, большое количество неправильных съездов совершают многие люди, которые не учились в автошколах Испании, делают нарушения и создают аварийную ситуацию. Но об этом в другой как-нибудь раз я расскажу, а сейчас о тех изменениях, которые подготавливают ДХТ для всех пользователей дорожного движения. Одним из наиболее заметных изменений будет возможность мотоциклистов использовать правую обочину, если существует затор, если покрытие твердое и если не превышает скорость 30 км в час. Но все равно преимущество имеют те транспортные средства, которые указаны в правилах дорожного движения, которые имеют преимущество двигаться только по обочине. Ну, например, цикломоторы, например, гужевые повозки и пешеходы и прочие люди, которые имеют право двигаться по обочине. Причем мотоциклисты будут иметь это право занимать правую обочину с твердым покрытием на всех видах автомобильных дорог. Вот такое правило хотят внести ДХТ в новые поправки для того, чтобы облегчить проезд мотоциклистам, не создавать еще дополнительную пробку, потому что на данный момент мотоциклисты должны держаться, не имеют права использовать обочину, а должны держаться в основном движении основной дороги. И частенько мы видим водителей, которые, вероятно, не учились в испанских автошколах, которые останавливают свои транспортные средства на обочине для того, чтобы что-то, я не знаю, поправить ребенку кресло, достать воды или сходить в туалет. Здесь так нельзя, на обочине нельзя останавливаться. Это крайне редкая ситуация, когда уже просто машина дальше не едет, нужно определенным образом ее обозначить, вызвать определенные службы, покинуть в жилетке вообще эту территорию дороги, выйти из транспортного средства, вывести всех пассажиров. Это очень важно. Тем более, что если будет такая возможность у мотоциклов двигаться по обочине, соответственно, водителям автомобилей нужно быть более еще бдительным. Так что вот это будет, скорее всего, внесено, вот эта поправка, она очень важная. И она способствует тому, что не будут накапливаться пробки еще больше из мотоциклов. И мотоциклам будет немножечко легче все-таки, потому что на двух колесах это гораздо тяжелее в пробке стоять, чем на четырех. В принципе, мы должны уважать эти тоже транспортные средства. Я думаю, что это разумная мера, и, в общем-то, можно только порадоваться за владельцев, за водителей двухколесных транспортных средств, мотоциклов. Еще одно изменение, которое планируется ввести как раз-таки в артикуле 31.2 правил дорожного движения Испании, это касательно проезда по автомагистралям в дождь, в снег, в гололед. То есть при сильном дожде, снеге и гололеде левую полосу надо держать всегда свободной для средств эмерхенции, то есть для пожарных, скорой, МЧС и полиции. И также для автомобилей, которые занимаются очисткой дороги от снега. И двигаться всем автомобилям в такой ситуации нужно будет на автомагистрали по правой полосе движения. Вот это очередная поправка к закону, к правилам дорожного движения, которая готовится в течение нескольких месяцев к рассмотрению и принятию. И тоже очень важно, на мой взгляд, и имеет свои, конечно же, объяснения к применению, к изменению. 31.2 артикул. Значит, для тех людей, которые спрашивают, где вы берете эту информацию, информация может быть в разных источниках. В данном случае эту информацию я увидела в газете, англоязычной газете, которая называется theleader.info.
Еще одним главным важным изменением в правилах дорожного движения будет так называемое использование так называемого аварийного коридора для транспортных средств, предназначенных для экстренных ситуаций, станет обязательным, а не просто проявлением вежливости. В данный момент, когда мы ходили в автошколу, нам говорили о том, что, в принципе, нужно делать фасилитар таким транспортным средством, то есть они имеют преференцию, преимущество, и мы должны их пропускать. Будь то едущие транспортные средства специальные транспортные средства, то есть это, вы понимаете, МЧС, пожарные, скорая помощь, полиция. Едут ли они со звуковым сигналом или только со световым, мы обязаны их пропустить в любой ситуации. Они на экстренном вызове. И мы должны дать им преимущество проезда в первую очередь. При этом не оговаривалось в данных правилах дорожного движения, которые существуют сейчас, не оговаривается, как мы должны их пропускать. Наши профессоры нам, конечно, объясняли, что мы должны отъехать вправо и создать такой коридор, чтобы транспортное средство проехало быстрее, оказало помощь кому-то. Но в правилах это не было записано, теперь это будет регламентировано четким образом, как нужно действовать водителям. Это не просто вежливость, это будет строгая мера, которую нужно будет соблюдать, как нужно будет действовать водителям, если мы видим транспортное средство, едущее либо с проблесковым, либо со звуковым сигналом, либо с чем-то одним, либо вместе. Для этого, если мы движемся, допустим, две полосы в одном направлении, правая полоса должна будет отъехать на правую обочину, левая на левую обочину. Соответственно, если же мы едем в разных направлениях, значит, мы все отъезжаем в правую сторону и серединку оставляем аварийный коридор для того, чтобы транспортное средство, которое едет на вызов, на срочный вызов, туда как можно быстрее попало и как можно быстрее оказало кому-то помощь. Это может быть пожар, это может быть проблема здоровья человека, жизни. Это может быть срочный вызов полиции, МЧС. Поэтому, дорогие друзья, сейчас все равно нужно это соблюдать. Мы видим, что некоторые до последнего держатся и не уступают транспортному средству с проблесковым маячком. Но, тем не менее, даже если они еще не приняты, именно поправки, все равно нужно соблюдать вот такую вот меру. Вот такие изменения грядут в ближайшие месяцы. Это, в общем-то, из официальных источников. Знакомые, которые приближены к определенным службам, нам подтвердили, что да, действительно, такие правила готовятся, изменения. И я думаю, что это очень логично и очень важно, особенно связано с аварийным коридором. Я думаю, что этого как раз не хватало, и очень часто люди не всегда соблюдали, особенно те, которые обменивали свои водительские удостоверения и не ходили в испанскую автошколу, и не знают особенностей такого вождения, правил поведения на дороге и правил дорожного движения. Также хочу обратить ваше внимание, что регулярно ДХТ размещает напоминалки о том, чтобы правильно проезжали перекрестки с круговым движением. Очень много нарушений, очень много таких неприятных моментов даже у нас было на круговом движении, когда люди не соблюдают, съезжают с кругового движения с левой стороны, подставляя тех, кто едет по внешнему кругу с правой стороны, и кто имеет преимущество проезда по своей правой стороне. Поэтому соблюдайте эти тоже правила, будьте корректны на дорогах и, в общем-то, изучайте правила дорожного движения, все поправки. И надеюсь, что это будет гораздо приятнее ездить, будет меньше пробок, будет больше уважения на дороге, и будет у нас у всех хорошее эмоциональное состояние за рулем. Кто-то, не зная правил, либо не держит дистанцию, очень часто висят на хвосте, как у нас говорится, то есть не держат эту дистанцию, что является также нарушением здесь, в Испании, правил дорожного движения. Нужно держать дистанцию 4 секунды как минимум друг от дружки, для того, чтобы не вызывать аварийную какую-то ситуацию. Если вы приехали в эту страну жить, временно или постоянно, пожалуйста, изучите правила, соблюдайте их, уважайте друг друга, потому что действительно, когда пройдешь автошколу, понимаешь, как нужно ездить. Испанцы соблюдают, кстати, зря говорят, что они лихачат, это кто угодно, только не они. Просто кажется, что это они, но на самом деле это могут быть жители другой страны, которые обменяли водительское удостоверение. И выглядят, может, как испанцы, но на самом деле не испанцы. Испанцы очень берегут свои пункты, которые им выдают 15 максимально, и деньги, которые придется потратить, если отберут эти пункты, и придется снова сесть в автошколу. Это были изменения, это были новости. Будем вас держать и информировать. Всем хорошего дня, удачи на дорогах. Пока-пока. Адьос, амигос. Чао.